Дорогие друзья, всем привет! Я приветствую вас в этом видео. И сегодня мы будем выполнять вот такое вот окрашивание, которое вы видите сейчас. Уверен, это видео будет вам полезно. Итак, что мы имеем до того, как мы начали работать? Вот такую прекрасную девушку, у которой было пожелание, не слишком большое изменение, но добавление светлых прядей. Она не хотела трогать всю массу волос, поэтому работать мы будем только по фронтальной теменной зоне, но еще затронем моменты контуринга. Итак, давайте будем работать. Разделение было максимально простое. От краевой линии роста волос на височных зонах я отделил небольшой блок диагональным пробором примерно 2-3 см. Также на фронтальной теменной зоне я выделил квадратную секцию. Просто квадратную секцию, ориентируясь на височные впадины. Вот такое разделение простое у меня получилось. Работать я начну с как раз височных зон, с контуринга. Работать я буду брендом L'Oréal Professionnel. Выбрал для работы сегодня пудру 7 тонов Blonde Studio. Посмотрите, насколько классная у нее консистенция. В своем составе она содержит 19% глины, благодаря чему ее работа максимально нежная, аккуратная, и продукт ведет себя в фольге очень предсказуемо, при этом у вас получается чистейшее осветление. Контуринг я буду выполнять с помощью техники Air Touch. Мне больше всего нравится эта техника именно выполнение в контуринге, потому что она позволяет, во-первых, создавать очень близко к корню блонд. Во-вторых, она позволяет сделать тот рисунок, который будет очень легко корректировать. Ну и я заметил по своим клиентам, что именно такой вариант контуринга им больше всего нравится. Итак, я работаю очень тонкими прядями для того, чтобы сделать бесшовный эффект, так как я не планирую перекрывать прикорневую зону после того, как выполню осветление. Следовательно, мне необходимо работать тонкими прядями, такими полупрозрачными, и отделяю немного слоев, и после этого прорабатываю прядь с помощью осветляющего продукта. Как вы видите сейчас, стык я не прорабатываю четкой линией, для того, чтобы максимально сделать плавный переход. Я делаю вот такие зигзагообразные движения. И таким образом у меня получится нечитаемый стык в прикорневой зоне. Мне очень нравится такой эффект. Если вы делаете так же, поделитесь, пожалуйста, своим мнением, нравится ли вам этот эффект и всегда ли вы выбираете такой метод нанесения. Буду благодарен вам за комментарии. Упаковываю прядь я достаточно хорошо, в несколько сгибов, для того, чтобы она хорошо держалась, так как вы знаете, что диагональные пряди чаще всего у многих людей просто съезжают. Следовательно, как вы видите сейчас, я обращаю внимание на ширину пряди и делаю упаковку, четко ориентируясь на ширину пряди. Точно таким же образом я прорабатываю все оставшиеся пряди, отделяя их толщиной примерно по 7-10 мм. Ну что, зоны контуринга я проработал, сейчас перехожу к выполнению контуринга на зоне челки. Это очень важный момент. Кстати, хотелось бы сразу вам сказать о том, что когда вы решаете работать методом Air Touch, позаботьтесь о том, чтобы у вашего клиента были чистейшие волосы и чтобы они были прямыми. Если у вашего клиента волосы волнистые, кудрявые, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы их выпрямить. Иногда требуется использовать даже термоинструмент. Мне нравится в этом случае использовать термоутюжок Steampod, который работает с помощью пара. Итак, как вы видите, я отделил просто горизонтальным пробором отделил прядь, зону челки, в которой буду работать контурингом. И сейчас вы видите, как я отделил первую самую прядь. Обратите внимание на то, какая краевая линия у вашего клиента. Посмотрите на это. Если у вас краевая линия треугольная, то тогда выделяйте просто очень маленькую вершину треугольника.
Выделяйте ее как первую прядь и прорабатывайте. Пожалуйста, не игнорируйте этот момент, потому что если не обратить на это внимание, то вы не получите вот этого красивого рисунка контуринга, который чаще всего просят наши клиенты. В этом случае я поступил примерно так же, хотя у меня не прямо четкий треугольник на краевой линии, но все-таки есть небольшой выступ. Именно его я выбрал, хорошо разделил на слои и сейчас прорабатываю ту часть, которая осталась у меня в руках. Здесь я буду подходить достаточно близко к контуру, близко к коже головы, для того, чтобы создать максимально хороший эффект контуринга и чтобы он сохранялся долго. Обращаю ваше внимание на то, что здесь я тоже делаю вот эту легкую растушевку зигзагообразную в прикорневой зоне, которая позволит мне также получить максимально бесшовный, нечитаемый результат в прикорневой зоне. Если у вас стоит цель не перекрывать корни, помните, то что два важных момента есть у вас в этом случае. Во-первых, это очень тонкие пряди, а во-вторых, это хорошее нанесение красителя и его растушевка в прикорневой зоне. Поверьте, эти два момента, если соблюдать, вы получите совершенно нечитаемый рисунок, который никогда не потребует у вас необходимости перекрывать прикорневую зону. Вы полностью сохраните рисунок, который вам дает возможность создать техника AirTouch. Ну что, друзья, вот несколько прядей и наш контуринг полностью готов. Переходим непосредственно к фронтальной теменной зоне, которую я разделил просто квадратным пробором. Без каких-либо закруглений, зигзагов, треугольников, абсолютно просто. И здесь я буду работать согласно схеме, которую вы можете скачать у меня в телеграм-канале. Я ее обязательно постараюсь сегодня нарисовать и выставить. Заранее извиняюсь за свои художественные таланты, а точнее за их отсутствие. Итак, здесь я выделяю секции таким треугольником, методом, не знаю, паркет, или можно назвать его на самом деле абсолютно по-разному, но в схеме, конечно же, это будет максимально понятно и просто. Здесь я отделил две вот такие секции, которые вы сейчас видите, ориентируясь на углы того квадрата, который у меня получился. И у меня образовалось две небольшие секции треугольные. Сейчас я пропускаю большую часть этой пряди и отделяю лишь 1 сантиметр на плоской секции этого треугольника, на верхней секции. И как видите сейчас, я хорошо продуваю прядь для того, чтобы выдуть максимальное количество слоев. Мне важно здесь выдуть максимальное количество слоев, потому что здесь я хочу плавно войти вот этим рисунком блонда в общую массу волос. Я вам сейчас показывал пальцем, как важно, чтобы ваш планшет, которым вы работаете, и фольга, в которую вы упаковываете последующим действием прядь, была плотно прижата к голове. Здесь очень важно, чтобы не было таких засветов, здесь очень важно, чтобы не было провисаний пряди по бокам, потому что когда вы выбираете слишком широкую секцию, то у вас получается, что посередине вы очень близки к прикорневой зоне, прям к коже головы, а по бокам ваша прядь натянута. В таком случае вы абсолютно всегда получите некрасивый стык в прикорневой зоне, а иногда и оранжевую полоску. Поэтому обратите внимание на то, что ширина вашей пряди должна быть не слишком большой для того, чтобы получить чистейший рисунок в прикорневой зоне. Это крайне важный момент. Ну и, конечно же, достаточное количество осветляющего продукта, который вы наносите на очень тонкую прядь, натяжение которой вы держите все время, пока наносите продукт. Здесь я также не игнорирую момент растушевки пряди, потому что хочу, насколько это возможно, максимально нечитаемый рисунок. В данном случае я не буду перекрывать корни, потому что моей клиентке очень нравится свой оттенок волос, ей хочется, чтобы он очень плавно отрастал, чтобы у нее не было необходимости посещать регулярно салон, потому что по большей части ей все нравится, ей просто хочется немножко больше света на фронтально-теменной зоне.
И я думаю, что в вашей салонной работе это тоже достаточно коммерческий вариант. Я вам рекомендую выполнять именно такой вариант, когда вы выполняете промежуточную коррекцию любой техники окрашивания, будь то AirTouch, мелирование или что-то еще. Итак, две пряди просто сказать, по бокам я проработал. Сейчас, ориентируясь на середину каждой предыдущей пряди, я буду выполнять пробор. Сейчас я выполняю горизонтальный пробор, и я ориентировался на середину правой и левой пряди, которую прорабатывал до этого. У меня получился четкий горизонтальный пробор, он по сути тоже треугольный, и я выполняю все точно так же. Я из этой секции, которая сейчас у меня получилась, выделяю лишь 1 сантиметр верхних волос, то есть вот эту верхнюю прядь. Да-да, именно 1 сантиметр, потому что хочу, чтобы у меня получился рельефный рисунок. Но пальцы, когда выдуваю, пальцы я держу максимально в самом конце пряди. После этого выполняю выдув слоев. Сейчас здесь будет такой важный характерный случай. Часто наши клиенты носят пробор в одном и том же месте, и обратите внимание на то, какая часть у меня сейчас выдулась из пряди. И у меня образовался такая, грубо говоря, дырка в пряди. Это совершенно неприемлемо. Для нас важно, чтобы рисунок все-таки был равномерный. И как вы видите сейчас, аккуратно, расческой хвостик, я подбираю ту часть волос, которая полностью выпала из пряди, держу пальцы немного ближе к прикорневой зоне, в том месте, как раз где заканчивается вот эта вот короткая часть волос. И из нее выдуваю слои. Тем самым у меня образовалась равномерная по плотности прядь. А следовательно, у меня получится красивый равномерный рисунок. Не пренебрегайте этим моментом. Это важный момент, особенно часто такое бывает где-нибудь в прикорневой зоне, на височных зонах, там, где у нас много бывает обломавшихся волос. Если вы держите прядь близко к концам, и вы замечаете, что какая-то часть этой пряди полностью выпадает у вас из рук, и у вас ничего в руках не остается, то тогда проработайте длинные волосы, после этого поднимитесь чуть ближе к прикорневой зоне и снова их проработайте воздухом. Таким образом вы сможете убрать слои не только с длинных волос, но и с тех волос, которые просто обломались вследствие каких-то механических, возможно, воздействий. Вот таким простым способом, максимально простым способом и максимально простыми разделениями я прорабатываю всю эту секцию и заканчиваю точно так же. Вот и подошло прекрасное время, когда пора смывать фольгу. Время выдержки было ровно 50 минут, но даже в случае необходимости этот продукт Blond Studio 7 тонов можно держать на волосах и дольше, до достижения нужного вам фона осветления. Это максимально бережный, очень классный, нежный продукт по отношению к волосам. Я вам рекомендую его попробовать. И даже если вы не работаете на этом бренде, загляните в гости в студию L'Oréal, где вам всегда рады, и просто попробуйте поработать этим продуктом. Зачастую так бывает, что когда мы не пробуем что-то лучшее, нам кажется, что мы работаем очень хорошим продуктом. Но когда попробуем реально классные продукты, нам не хочется с них уходить. Это правда так. Смываю я сначала большим количеством воды, а после этого использую серию ухода Metal Detox. Это прекрасная серия ухода, которая позволяет не просто заблокировать воздействие металлов в волосе во время окрашивания волос, но и просто их удалить. Тонирование буду производить оттенками, которые вы только что увидели на экране. Работаю я аппликатором.
Прорабатываю сначала хорошо прикорневую зону. Этот краситель не трогает натуральную базу совершенно нисколько. Он легко наносится, вспенивается и при необходимости быстро распределяется по волосам, а также является очень экономичным продуктом. Поэтому я быстро его сейчас наношу на волосы и в принципе выполняю сушку. И я буду очень рад вам сейчас представить результат, который получился у меня в моей работе. Я полностью удовлетворил желание клиента, мне очень понравилась эта работа, она заняла очень мало времени, буквально 2,5 часа, и полностью ваша работа будет готова. Друзья, если вы работаете подобным образом, если вы попробовали применить это, возможно, в своей работе, делитесь, пожалуйста, этим в комментариях к этому видео, так я пойму, что моя работа не зря, вы пользуйтесь тем, что я вам здесь показываю, тем опытом, которым я просто делюсь, и мне, в принципе, будет приятно и дальше снимать что-то для вас. Спасибо вам за это большое. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал, и я постараюсь радовать вас и дальнейшими полезными видео на этом канале. Всем пока!